Вот и надо было так взбодрить меня с самого утра. Всем привет, вы на канале GuardUI, и сегодня у нас будет необычный ролик, потому что у меня берут интервью, и сегодня у меня в гостях... Так, давай, представься, потому что я забыл тебя спросить, как твое имя. Все, всем привет, друзья. Можно называть Арни и по игровому нику. Привет, Саша. Ну, смотрите, у нас сегодня будет интервью, он будет задавать мне вопросы, соответственно, это для того, чтобы вы меня намного лучше узнали, поэтому погнали, Арни. Привет-привет, расскажи сначала, как у тебя дела, почему ты решил взять у меня интервью и все такое. Вообще идея взялась оттуда, вот, то, что очень много вопросов накопилось, я очень долгое время тебя смотрю. И так подумал, давайте не только я узнаю, но и всем раскроем по тебе информацию очень интересную, поближе тебя узнать. И у меня очень много вопросов, не знаю, у нас хватит времени на один ролик, ну, думаю, если останется, если людям интересно будет, может, продолжение с ними. Ну, да, Так, все верно. поехали. Давай, первый вопрос. Ну, банальные. Как зовут, сколько лет, откуда родом, с какого города? Зовут меня Саша, как вы меня уже все знаете абсолютно. Мне 28 лет, скоро уже будет 29, совершенно немного осталось. Я из Украины, город Днепр. Здесь родился, здесь и живу по сей день. Саш, ты говорил о переезде. Я когда-то мельком слышал о стриме. Куда хочешь переехать? Я хочу переехать именно в другой частный дом, чтобы отдельно жить от всех, грубо говоря, все такое. То есть никого не напрягать, и чтобы мне было намного легче. Плюс будет больше места, грубо говоря, будет небольшая своя студия, где я смогу спокойно раскрывать все свои эмоции. Ну, то есть смогу делать абсолютно все, что я хочу в любое время. То есть никаких ограничений у меня поэтому не будет. Ты говорил, у тебя больше времени появится. Да, все так, потому что у меня, если что, сейчас есть два компа, они находятся на одном столе, а так как у меня Юлька тоже стримит, поэтому у меня ограниченное количество времени, это 2-3 часа максимум, ну, в основном это 2 часа, так 2,5 где-то, потом у меня Юлька начинает стримить, и поэтому времени у меня, к сожалению, нет. Поэтому такие ограниченные стримы. Понял. Плавно перетекаем ко второму вопросу. Семейное положение. Юлька, это супруга, правильно я понимаю? Да, это моя жена. Так, дети. К счастью, пока что нету. Не то время. Хоть так, наверное, и грубо говорить, но, к счастью, пока что нету. Сейчас совершенно не то время, чтобы заводить детей. Если были бы еще и дети, я бы, наверное, был в максимальном шоке. Понял. Так, расскажи нам немножко о Юлии. Чем она занимается? Стримит, ты говорил. Что стримит? Стримит она у меня танки, самая лучшая игра для подпивасов. Ну, ладно, это грубо, конечно, но такова она игра. Я пытался вместе с ней, помогал ей, вместе с ней играл, вместе с ней стримил. То есть просто помогал ей развиваться во всем таком. Стримит она танки. Занимается она именно танками. Ну, когда вы начали, так скажем, узнавать друг друга, встречаться, она стримила или ты ее как-то... Я ее подбил на это, скажем так, потому что она любит играть в танки, ей это нравится. Я такой говорю, ну, совмещай полезное с приятным. Может, у тебя что-то получится и все такое. Ну, в принципе, у нее немного получается. Она молодец. Если бы она еще и вебку включала, было бы 10 из 10. Но, к сожалению, она пока что без вебки стримит. У нас такой контингент людей есть везде абсолютно, которые немного не понимают некоторые вещи и начинают необоснованный хейт накидывать. Ну, короче, все вот это вот вроде. Я думаю, все это прекрасно понимают. Вот эти вот маленькие дети, которые по 40 лет, и они еще и не выросли. То есть из-за этого она, к сожалению, пока что без вебки стримит. Ну, этому тяжело, наверное, привыкнуть. Каждый должен, наверное, через это пройти. Я думаю, каждый стример с этим сталкивается, с небольшим хейтом. Так, ну, в принципе, очень да, мало у тебя времени. Саша, у тебя очень мало времени. Мне интересно, чем ты занимаешься, где ты работаешь, какое у тебя образование вообще? У меня высшее экономическое кибернетическое образование, вот так вот оно, ну, короче, экономист-кибернетик, вкратце, у меня вот такое вот образование. Работаю я, скажем так, почти по профессии, работаю я в отделе мониторинга инженерных систем, можно это так назвать. В общем, интернет-провайдер и все, что с этим связано. Ну, полностью раскрывать не буду все, потому что это будет надолго и, скажем так, это ни к чему. График работы у меня 2-2, то есть с 8 до 8, 2-2.
Я считаю, это самый лучший график, поэтому тут вообще не придраться. Есть, конечно, еще сутки трое, но лучше 2-2. Ну да, такой приятный график. Так, мне очень интересно, я думаю, и всем, чем ты занимался до авточес и вообще почему начал стримить, как ты пришел к этой игре? Ну, до авточес я такой думаю, ну, в принципе, мне нравится вся эта тема. Я хочу попробовать записывать какие-то ролики, делать контент. Мне это, короче, все нравится. То есть это просто лежит на моей душе, скажем так. Лежит на моей душе. Боже, отличная генерация рандомных фраз. Вот. До этого я снимал сюжетные игры, но там, я же говорю, что из-за того, что ограниченное пространство и все такое, я не смог раскрывать себя на полную катушку, все такое, много чего надо, потом куча проблем навалилась. И я вспомнил о том, что есть такая игра авточес, и мне она очень нравилась когда-то. И вот поэтому через несколько лет, когда я пытался сюжетные игры снимать, я перешел к тому, что ну, попробую авточес, почему нет? Потому что в сюжетных играх там много чего требуется. Вот, там надо и больше времени этому уделять, нужно себя пиарить абсолютно везде, то есть тебе нужно и в Инстаграме, и в ТикТоке, и где только можешь себя пиарить, чтобы хоть как-то твой канал продвинулся именно в массы, там, и надо короткие ролики абсолютно делать в рилсах, вот это вот все, вот, короче, вот это вот всей темой это надо заниматься, и поэтому из-за того, что у меня недостаток времени, как я уже говорил ранее, то у меня не получается пока что это. Но сюжетные игры в будущем 100% у меня на канале добавятся. Но это, соответственно, когда я перееду, чтобы полностью отдаваться вместе со всем, вот именно в эти сюжетные игры погружаться. Отдавать все свои эмоции, которые только у меня накопились. Чтобы вот прям было интересно, Так, а вот весело и смешно. понял. И вот как раз дальнейший у меня вопрос. Проекты по авточес какие-то еще запланированы? Или вот пока обзоры и рубрики? Есть у тебя еще что-нибудь в планах? Ты Кон- когда-то обмолвился про игру с новичками или с новичком. Есть оно еще в планах или нет? Да, есть еще в планах по поводу рубрики новичкам, но, к сожалению, пока нету вот именно прям новичка-новичка. Мне нужен именно тот человек, который, во-первых, сможет подстроиться под меня, потому что, как я уже ранее сказал, у меня есть ограниченное количество времени, и это проблема на самом деле, потому что очень тяжело состыковаться, как ты уже понял. Вот мы с тобой переписывались, и, соответственно, тяжело состыковаться. Ну да. Вот. Поэтому из-за того, что ограниченное количество времени, мне нужен именно тот человек, которому я вот возьму, напишу, скажу там дату, время, и, в принципе, мы сможем с ним состыковаться и прям вот проработать либо его ролик, либо же в реал-тайме начнем снимать с ним. Я, соответственно, буду подсказывать ему, что делать и как делать. То есть рубрика еще такая присутствует, но мне нужен именно человек. По поводу авточеса, именно развития дальнейшего, я думаю, что в авточесе, ну, уже я достигнул своего максимума, в авточесе я не смогу, скажем так, больше выдать. Единственное, что я, может быть, выдам, это когда перееду, соответственно, у меня будет больше времени, и я тогда смогу стримить очень часто, и, соответственно, можно попробовать зайти в топ-100 мира, даже до топ-10 мира может подняться, но там именно прям надо играть много, очень много, бесперерывно, грубо говоря, каждый день. Ну, это, соответственно, когда перееду, посмотрим. Может быть, я себе такое вот вкину, и, может быть, что-то получится из этого. А так у меня есть из дальнейших проектов, это, как я уже сказал ранее, разбавить на канале, добавить, соответственно, сюжетные игры, и я хочу попробовать перейти все-таки в Teamfight Tactics. Мне игра эта очень зашла, она очень сложна, но там надо очень много разбираться, и на это выходит очень-очень много времени. Я уже пробовал. То, что я трачу каждый день, там, допустим, по 1-2 часа в ТФТ, это как кот наплакал. Это почти ничего особо не дает. Но игра очень интересная и сложная, и поэтому она меня этим подкупила. Плюс там баланс идеальный. Не знаю, мне очень понравилось ТФТ. Это, конечно, каждому на вкус и цвет, но вот именно мне зашло. Поэтому я буду потихоньку развиваться, и я думаю, что в скором времени появится что-то. Понял тебя. Так, к ТФТ мы еще вернемся. Давай немножко расскажи нам про двойной режим. Плюсы, минусы, ну ты уже их озвучивал. Вообще, про какой отклик у подписчиков, видишь ли ты его, как по просмотрам, и есть ли у тебя еще в планах дальше выпускать такие ролики по двойному режиму? По двойному режиму, в принципе, да, есть у меня планы выпускать в дальнейшем, соответственно, ролики с этим двойным режимом, потому что в целом режим интересный, но, как я уже ранее говорил, разработчики на него забили огромный болт. Там болт даже не на 28, а, наверное, на 280, потому что они тупо его не развивают никак.
Там все остановилось, наверное, как только выпустили этот двойной режим, потому что реликвии там не добавили, там есть куча багов, например, то, что там показываются скрытые фигуры легендарные, они просто вот кликаешь на синергию, ты все легендарные фигуры видишь. Второй момент, ну, это еще то казино, то есть ты, если в соло режиме ты понимаешь, что это только тебе повезет, а в дуо режиме ты понимаешь, что двоим должно повезти, то есть очень сильно влияет там рандом, поэтому это там немаловажно. Ну и самое главное, это то, что ты, если получил рапиру, считаешь, что ты бог этой игры, ты с этой рапирой будешь до конца жизни там сидеть, потому что рапира никак не выбивается. Вообще. Как бы ты ничего не делал, с рапирой ты сидишь до конца. То есть ты ее выбил, все, ты герой. Поэтому в Мгм. двойном режиме есть свои нюансы, но в целом это прикольно. И по поводу вот отклика, пока непонятно, если честно. Я выложил пару роликов, вроде бы как заходит, а вроде бы как не заходит. То есть тут 50 на 50. Я не могу пока сказать уверенно, что это 100% всем заходит. Кому-то заходит, кому-то нет. То есть некоторые пишут о том, что это более развлекательно, а некоторые пишут, что это ну, вообще ничего не понятно, ничего, что происходит вообще. Многие просто хотят именно, чтобы было более обучающий как контент именно в двойном режиме, потому что ничего не понятно никому. Но в основном, как уже многие отклик написали, это развлекательный контент в основном. То есть это не обучающий, а именно тупо развлекательный контент. Ну, в принципе, по Саш, двойному режиму мне ты нечего добавить. вот единственный вопрос по двойному режиму. Ты как-то выпустил ролик, где 2 игры сразу было. Дальше также планируешь или так хотел просто посмотреть? Я Или выпустил... просто одна игра выдалась у тебя короткая, и ты поэтому 2 сделал? 2 игры подряд. Вот, в принципе, ты в конце и ответил. Просто первая игра, она выдалась очень короткая, там 22 минуты ролик получился. Можно, в принципе, попробовать выкладывать именно по короткому ролику. Может, это зайдет. Ну, пока непонятно, я буду еще тестировать. Я в следующий раз, если будет короткая игра, я, соответственно, хочу выложить именно короткую игру и посмотреть, насколько будет больший отклик, нежели вот, соответственно, длинные ролики. Потому что есть такая проблема, когда ты играешь в двойной режим, ты вроде бы вот как бы погрузился, ты все начинаешь делать, ты начинаешь играть, прям, ну вот прям настроен на максимум развала, и, соответственно, как-то вот резко это обрубается, и вот это вот чувство недостатка, прям, ну прям в горле такое ощущается. Вот не знаю, это лично у меня. Может, зрителям это тоже так покажется, но вот именно лично у меня то, что вот ну, вот не хватает. Вот это слишком коротко, слишком. У тебя эмоции переполнены, а ты не можешь как бы продолжить, потому что все, ну вот, закончилось. Так, у меня следующий вопрос про ТФТ. Ты, в принципе, уже так немножко коснулся его. Я могу лично добавить то, что я тоже так немножко подсматривал его. То, что раз в квартал, раз в 4 месяца разработчики полностью меняют персонажей и синергии. Как ты к этому относишься? Меня, в принципе, это устраивает, потому что когда в авточесе ты ждешь обновления по году, нормального обновления, адекватного, которое что-то принесет в эту игру, то раз в квартал мне нравится. Я, в принципе, доволен. Я люблю, когда часто что-то меняют. Да, будет немного сложно, естественно, ну, куда без этого, соответственно. Но меня это в целом устраивает. Я согласен на такое. Это будет, соответственно, постоянные изменения, это будет постоянно что-то интересное, это, соответственно, куча контента, это, соответственно, можно делать обзоры на патчи нормальные, а не вот эти вот ну, коротенькие такие вот нововведения на 2 минуты. Это прям, ну, это освежает игру. Когда нет застоя, это намного лучше, чем когда есть застой. Вот просто в авточесе не было больше полугода нормального, адекватного обновления. Там что-то там меняли чуть-чуть, но это ничего не меняло на игровой процесс. Вот последний патч, который они выпустили, это действительно изменило игровой процесс. Но это прошло больше, чем год. Ну, ладно, больше, чем полгода, окей. Год я слишком загнул, но больше, чем полгода. Понял, Саш. Мне вот просто интересно, как твои подписчики на это отреагируют, если ты уже, ну, может, не с концами уйдешь в другую игру. Мне интересно, будешь ли ты, допустим, если будет глобальное обновление в авточес, возвращаться к нему, делать какие-то обзоры? Да, скорее всего, буду, но там надо будет именно смотреть по комьюнити. То есть, если комьюнити, в принципе, это будет устраивать, им, соответственно, будет нравиться ТФТ, то там нужно будет уже отталкиваться от мнения большинства. Ну и, соответственно, я буду еще отталкиваться от именно своего мнения, стоит ли оно того или не стоит оно того. То есть, ну, я посмотрю. То есть, надо сначала сделать, а потом же как бы подводить итоги.
Так, я, знаешь, очень вот этот лично мой вопрос. Кто рисует тебе превьюшки? Мне они очень нравятся, я потому что смотрел на у тебя в какой-то момент, я так понял, что это ты сам как-то делал, а сейчас, может быть, ты кого-то попросил, ну прям очень прикольно, и этим подхватывает иногда некоторые видео. На самом деле все просто. Чат GPT — это сила. Я рисую через чат GPT. Просто задаю ему А, ты запрос, сам делаешь. описываю, ну, вот и просто описываю ему, что я хочу видеть на этой картинке, скидываю, соответственно, примеры, и, соответственно, он мне рисует превьюшки. И мне, на самом деле, они намного больше нравятся, потому что я не слишком сильный пользователь фотошопа, и я там много чего интересного не могу в фотошопе сделать. Поэтому чат GPT для меня это прям сила. Я сам рисовать не умею. Единственное, что я могу, наверное, это пару линий нарисовать под линейку. Я вот хотел Ну, попросить, прикольно. точнее, хотел когда-то найти художника, который нарисует мне именно эмодзи, стикеры и тому подобное именно под канал. Было бы прикольно, но, к сожалению, пока я такого не нашел человека, а если и нашел, то они требуют нереальные суммы. То есть за один Мгм. эмодзи они хотят что-то около 500 гривен, а это, ну, это много. Это $10, ну типа вы чё, ребят, за один эмодзи? Спасибо, я в ChatGPT бесплатно нарисую. Не так, конечно, как хочу, но в принципе более-менее то будет. Так, ну, следующий вопрос такой интересный. Ты его тоже немножко затрагивал, когда я смотрел твои стримы. Насчет турниров. У тебя ребята спрашивали, хочешь ли ты организовывать турниры. Ты говорил то, что нету спонсора. Но есть еще же, Саш, другой метод организовать турнир, если будет вступительный взнос. Как ты на это смотришь вообще, если, допустим, люди будут какой-то вступительный взнос, это все будет как-то суммироваться и будет призовой фонд от этого. Не думал? Да, я об этом думал по поводу турнира, но, как я уже сказал ранее, все зависит от моего времени, это во-первых, ну и, соответственно, спонсора, ну и вступительные взносы. Ну и как ты мог понять, у меня множество комьюнити разделяется, некоторые есть, кто находится под санкциями, да, они могут, соответственно, обойти это с помощью телеграм-кошелька, потому что там есть криптовалюта, соответственно, они могут это обойти все, но это все на свой страх и риск, это будет неудобно, кому-то удобно. То есть тут либо ты делаешь для определенного комьюнити, то есть для определенной части, либо же, соответственно, делаешь для всех, и кто хочет, тот участвует, кого получится, соответственно. То есть на все на свой страх и риск, но это все нужно, соответственно, время, это нужно с людьми состыковаться будет, обговорить. Можно, конечно, делать максимально строго, вот как, в принципе, делают на всех турнирах. Не пришел, вылетел, все, ну, в принципе, твои деньги прогорели. Но это как-то обидно, потому что авточес — это не та игра, в которой, ну, вот прям, ну, как это прям сказать? Не та игра, в которую ты хочешь именно вкладывать. Да, это, соответственно, интерес подыгрывает, все такое, ты... есть вероятность, что у тебя что-то получится. У меня есть идея, я, в принципе, составил план. Он на самом деле легкий. То есть 3 игры, каждая вот группа играет 3 игры, соответственно, из 3 игр, кто набрал большее количество очков, там вот за первые 4 места есть определенное количество очков, но это у меня такой план. И, соответственно, вот определенное количество очков они набирают, и, соответственно, первые 4 человека, допустим, там, из 4 первых групп, допустим, там, да, ну, поучаствовало, сколько, 32 человека, и из этих вот 32 человек в каждой группе первые 4 места получилось по очкам. Вот, они переходят, соответственно, в 2 группы, потом в одну группу, ну, и вот так вот все это делится. В принципе, это ничего сложного. Но все зависит от времени, согласовать, взносы, пока соберешь, запишешь. То есть это немного напрягает. Плюс, соответственно, это не Я только еще меня будет думаю, напрягать. знаешь что, Саша, я еще думаю, то, что здесь немаловажно какую-то команду, да, собрать. В одного это тяжело будет сделать. Там, в принципе, нет. Просто это все от времени зависит. Не знаю, для меня это не сложно, потому что я вот, допустим, турнир написал для разработчиков, то есть я писал им о том, что я хочу, типа, провести турнир от своего канала, типа, чем вы можете мне помочь? Они мне предлагали, типа, хочешь, там, не знаю, какой ты приз, в принципе, видишь за этот турнир? Ну, я говорю, вот такое-такое-то количество пончиков, скидывал им план, все такое, они его, хорошо, хорошо, мы, типа, рассмотрим, ну, по итогу уже рассматривают почти год. Ну, разработчикам плевать. Просто плевать. Мгм. Все. Ну вот давай коснемся немножко разработчиков. Если бы ты был разработчиком, Саш, что бы ты добавил бы нового, что бы убрал бы, какие бы изменения привнес в игру? Ой, ну у меня на самом деле очень огромный список, что я здесь поменял. Ну, во-первых, Ну, вкратце, хотя нужно... бы топ-3 главные.
Ну, вот топ-3 главные. Во-первых, антимаг. 100% его нужно переделать, поднерфить. Ну, вот прям им надо заняться. Второй момент — это оптимизация клиента. У многих клиент лагает. Дай боже. Потом боевой пропуск. Я бы его немного улучшил, потому что, ну, как по мне, боевой пропуск зачастую с очень плохими внешними видами приходят. Ну, там всякие стильчики накидывают, но они настолько плохие, что прям аж, ну, грустно становится. И, соответственно, я бы детализировал бы лучше игру, потому что игра 2025 год на дворе, а игра не выглядит как на 2025. Она выглядит как на 2015. Ну вот. То есть сейчас вот игра выглядит так, как она должна была выйти в 2019 году. У игры был идеальный старт, народа было очень много, там и призовые фонды делали миллион. Ну и я бы, соответственно, переделал бы некую вероятность выпадения фигур. Вот я бы как-то это поднастроил, то есть чтобы какой-то был гарант, потому что очень много зависит от рандома, очень. Львиная доля зависит от рандома. Соответственно, с предметами бы. Я бы кучу изменил механик в предметах. То есть у меня прям много чего бы я изменил. Ну, это, скажем так, все мечты. Если бы они меня взяли там игровым экспертом, я бы мог там помогать, все такое. Да, в принципе, дайте нормального игрока, который вот просто понимает игру, возьмите его в игровые эксперты. Даже не стримера, там, не ютубера, вот просто возьмите игрового эксперта. Все, он вам игру сделает прям отличную. И у игры есть шанс восстать из того коричневого, в который они вступили. Есть. Ну, прям огромный шанс есть. Но все зависит от разрабов. Но мне тоже иногда кажется, что они, по-моему, свою игру не играют. Если бы... И видели бы то, что там одного антимага хватает, чтобы целый стол выносить. Я бы они думаю, что они что-то там бы поменяли бы. Да, все так. Так. Какой сезон тебе больше всего запомнился, Саша? Вот это вот сложный вопрос, потому что я все сезоны, в принципе, не помню. Я все сезоны стараюсь играть на контент, и в целом для меня контент это важнее, нежели циферки. Поэтому мне запомнился, наверное, больше всех сезон. Это когда полгода абсолютно в каждой игре было по 2-3 человека, которые играли через синергию кунг-фу и ведьмаков. Вот это вот тот сезон, который мне прям запомнился. В каждой абсолютной игре ты заходишь, и 2 человека играют на ведьмаках, и, соответственно, еще 2 человека играют на кунг-фу. Вот это вот мне запомнилось. Понял. Так, героев мы немножко о них поговорили. Мне очень интересно про предметы. Какие ты считаешь недооцененными, переоцененными, что бы убрал бы, что бы добавил бы? Ну, из первого... Ну, вот, допустим, смотри, есть в третьем тире... Не в третьем тире. Во втором тире есть молот грома, да? Вот, он хороший предмет, классный предмет. Ну, я бы сделал так, чтобы у него скорость атаки была точно такая же, как у палки первого тира. Потому что молот грома дает 15% скорости атаки, а палка первого тира дает 20% скорости атаки. То есть я бы сделал некий баланс. Я бы даже, может быть, убрал бы палку, оставил бы молот грома. Потом, гномья брошка. Она на самом деле бесполезная. И вот, допустим, ты не играешь через охотников, она все, она тебе бесполезна. Ну и, соответственно, ты такой думаешь, ну, она мне упала, и что мне с ней делать? Сидеть с ней? Ну, что мне делать? Что мне с ней делать? Непонятно. Вот сразу, реально, непонятно, что мне с ней делать. Но вот гномью брошку я бы как-то бафнул, чтобы она еще просто давала какой-то бонус. Именно для той синергии, в которой не участвует, допустим, в которой тебе не нужна эта гномья брошка. То есть я бы что-то добавил там. Урон, допустим, какой-то, чтобы просто предмет давал. Там скорость атаки давал какую-то. Ну, чтобы что-то было. Вот, допустим, как есть лук второго тира. Предмет очень ситуативный. Да, его можно использовать. Допустим, ты играешь через какую-то темпларку, против тебя играют 9 охотников. Ну и, соответственно, этот предмет тебе будет очень полезен, потому что ты сможешь на огромной дистанции наваливать с руки. Но в целом, предмет, ну, ты часто хочешь увидеть у себя лук, когда ты играешь, допустим, там, убийц. 10% скорость атаки лук дает. Спасибо. Ну да. То есть, сделал бы что-то с луком. Я бы либо его просто убрал бы, потому что, ну, предмет очень ситуативный, его в ранговых играх ты почти не увидишь. А использовать ты его можешь только в раз, наверное, в 100 случаях. И то
Не факт. Есть намного более рентабельные, скажем так, синергии, которые могут тех же самых 9 охотников переплюнуть, законтрить. То есть множество вариантов есть вот этот вот лук убрать. И из 4 тира доспех экзорцизма. Самый коричневый предмет, так скажу. Самый коричневый предмет, он бесполезен. От слова совсем. Он, если на тебе висит Doom, он его не скинет. Все. Спасибо, предмет классный. Либо этот предмет надо отправлять в 3 тир, либо же этот предмет нужно полностью переработать, чтобы он работал корректно. Потом, что такого еще? Камень Киры. В 5 тире ему делать нечего. Он должен остаться в 4 тире. В 5 тир его чисто засунули, чтобы был хоть какой-то мусорный предмет. Потому что на Кире сейчас сыграть ты особо не можешь. Ну, очень редко, когда ты можешь сыграть на Кире. Что еще такого вот? Вот это вот стальной щит, который сделали новый артефакт. Его нужно переработать, потому что это тоже бесполезный предмет. Лучше закиньте его в 1 тир и уберите, соответственно, вот эту вот броню 1 тира. В принципе, будет тогда нормально, потому что слишком много условий для этого предмета надо соблюсти, чтобы он работал корректно. Вот, наверное, единственный предмет, который мне нравится, это очищающая сфера, которая отлично работает. Вот это вот прям хороший предмет, который хочется взять. Причем в любую сборку почти, чтобы выключить просто синергию. Я, конечно, еще не проверил, работает ли это на гриттеров, но я думаю, на гриттеров это не работает. Чтобы еще такого вот прям... Рапира. Вот. Тебе рапира дает 400 урона с руки и 25 магического бонуса. Серьезно? Ну, 25 магического бонуса. У меня кольцо 2 тира больше дает. То есть рапира для магов бесполезна, по сути. Я бы сделал так, чтобы она хотя бы давала, ну, 100, раз это рапира, то 100 магического бонуса. Либо 80. То есть, чтобы не прям сильно много, но не слишком мало, потому что это все-таки рапира. Шанс ее потерять огромен. Потом, что бы еще такого? Да, ну, в принципе, я думаю, все. Ну да, Саш, ты и так уже чуть ли не по всем предметам прошелся, мы тебя поняли. не, ну есть Так, еще, очень если бы у меня был интересный список вопрос. передо мной, я бы мог бы еще поговорить. Давай к следующему вопросу. Может, ты говорил, я как-то прослушал. Ты играл в Dota 2? Да, я играл. И в школьное время, я думаю, как и многие, я очень много играл в Dota 2. У меня там около 2-3 тысяч часов было. Неплохо. И вот вопрос сразу вытекающий. Ты, может, какого-то героя хочешь, ну, хотел бы видеть, допустим, в ФТЧС? Ну, сложно. Сложно. Может, такую идейку дадим? Ну вот есть... Или разработчикам? Кого нам еще ждать? Есть в Доте такой герой, как Петух. Вот он классный. Вот можно было бы его. Он новый, по-моему, нет? Не, это старый. Он очень давно вышел. Вот есть он. Что еще такого есть? Фантом Лансер есть еще тоже. Прикольно. Можно было бы что-то с ним замутить. Угу. Да, в принципе, так в голову особо не придет. Надо это смотреть. Вот серьезно, это Так, очень... сложно. Саш, такой очень интересный вопрос лично для меня. Как ты вообще относишься к реликвиям? Хорошо, что их добавили, или лучше вот без них было играть? Ну, с реликвией на самом деле мне больше нравится. Игра оживилась с этими реликвиями, стало совершенно по-иному все выглядеть. Вот прям реликвия это то, что надо. Но разработчики и тут в чем-то коричневом, потому что некоторые реликвии работают максимально криво. Отображение информации тоже максимально кривое. Ну, вот прям есть некоторые реликвии, которые вообще надо выкинуть, потому что они, ну, очень плохо работают. Вот то же самое реликвия кабанов. Зачем ее понерфили? Непонятно. Вот прям есть актуальные реликвии, а есть неактуальные реликвии. Вот, в принципе, надо вот что-то сделать с неактуальными реликвиями, чтобы они более стали актуальными, то есть, чтобы был некий баланс. Ну, это тоже, это все надо делать, смотреть, а, как говорится, разработчики ничего это делать не будут. Всем плевать. Так, В мне принципе, очень интересно про скины. Ты часто, Саш, схвалишь свой скин, который тебе Марк, да, по-моему, на антимага подарил. И вопрос какой? Как вообще разработчики к скинам относятся? Как ты их работу оценишь? вот последним временем они более-менее хорошие скины выкидывают, и мне это прям нравится. То есть они
Ну, за деньги они начинают работать. А вот не за деньги они, к сожалению, не работают. Ну, вот скин на антимага — это старый скин, и он очень обалденный, у него отличная анимация, соответственно, атаки, и на самом деле, как я заметил, анимации здесь влияют, прям влияют. Вот есть Берсерк, есть стандартный скин на Берсерка, у него анимация атаки другая. Есть тот покупной, который я купил, у него анимация атаки намного быстрее. Либо же мне это кажется, либо же это в действительности так. Ну, такой момент. Что-то здесь нечисто, короче. Вкратце. Что-то здесь нечисто с есть скинчиками. Как по мне, есть скинчики, которые дают тебе больше в игре. Вот, вот что-то мне так кажется. Так, Саш, про игры с подписчиками, когда ты стримы запускаешь, почему ты инсеков сейчас никто не берет? Ты, вроде они сейчас слабые, можно и дать поиграть подписчикам. Может, лучше антимага убрать, чтобы его никто не брал, нежели инсеков? Ты Ну, вроде ролик выпускал, игры на инсеков сейчас очень тяжело с ними. Ну пусть собирают, я не думаю, что сейчас какую-то угрозу не представляет. Или лучше без них? На самом деле, в принципе, можно попробовать с инсектоидами, но на самом деле инсектоиды все еще сильны, просто их тяжелее реализовать, много, скажем так, есть условий, которые нужно вот прям соблюдать, чтобы инсектоиды заиграли. Потому что тебе нужно, по сути, вот 4 инсектоида родных, чтобы прям синергия твоя заиграла. Очень, короче, много условий добавили инсектоидам, но они все так же сильны, если тебе отлично все придет. Потому что спамить они будут, будь здоров. По поводу того, что убрать антимага в лобби с подписчиками, в принципе, можно. Вот антимаг, наверное, это такая заноза в пятой точке, потому что кому-то, если приходит он рано, он ломает игру. Сам антимаг, он много синергий просто в одно лицо закрывает. Вот есть синергия, допустим, нежити, да, и ты такой думаешь, ну классная синергия нежити, в ней все отлично сбалансировано, было бы прикольно вот на синергии нежити поиграть. Но есть такой антимаг, который всю синергию нежити любит. Вот, кстати, сейчас, если что, был только что вот Берсерк, я показал вот этот вот скин, и вот этот вот скин, у него анимация атаки совершенно иная, чем у оригинала. И, короче, ребят, я рекомендую вам просто когда-то, наверное, выпущу ролик с Берсерком, обратить на это внимание. Я сделаю на это еще акцент, посмотрите. Вот. Ну, тоже интересно. Можно попробовать, чтобы инсектоиды заиграли. В принципе, почему нет? Но я же говорю, что инсектоиды это все еще та же сломанная синергия, но она менее сломанная, потому что мало кто понимает, как соблюдать условия. Но тот, кто понимает, как соблюдать условия, тот будет обмазан. Расскажи нам, Саш, о клевере. Как он работает вообще? Многие до сих пор не знают, почему в панду или почему в некоторых персонажах ты его закидываешь, и как он работает вообще. Что дает клевер? Ну, клевер увеличивает на 25% шанс срабатывания определенных синергий. Не работает это на убийц и не работает это на эльфов. На 25%. Что это такое? Это вам нужно, допустим, у вас есть синергия охотников, которые сейчас срабатывают 60% с шансом, да? Вы закидываете этот клевер, 60% умножаете на 0,25. Получаете вот эту вот сумму, которая надбавка идет. Там что-то 12,5. И, короче, у вас охотники на конкретной фигуре будут срабатывать на не 60%, а, по-моему, 72%. Ну и, соответственно, так работает и с другими синергиями. То есть срабатывание щитов рыцаря, синергии духов и тому подобное. В панде такая же самая механика. Там у тебя шанс выпадения, по-моему, 10% сейчас. Я, если честно, забыл. Было, да, 10%. И, соответственно, этот клевер дает тебе 2,5% на шанс выпадения фигура из этой панды. То есть синергия на 2,5% чаще срабатывает. Но, как говорится, какой бы ты скилловый не был, найдется тот, кто будет тебе намного фартовее. И с шансом 10% тебе выкатит все легендарные фигуры, кучу панд. Короче, это все рандом. Поэтому клевер это чисто так. Визуально дать тебе больше надежды. Ну, а на самом деле клевер дает, вот где часто заметно, вот прям объективно это видно, это охотники и синергия духов. Может быть еще и рыцари. Но у рыцарей есть своя особенность, это откат способности, поэтому тут такое. Саша, а вот рапира — это сломанный предмет? Потому что в нескольких играх я у тебя видел, допустим, когда у кого-то он есть, ты его выигрываешь, и он не всегда тебе выпадает. Это баг или там как-то рандомно он передается? Вообще, если ты выиграл, по-моему, на его доске, тебе должна упасть рапира. Упасть. Но есть такой момент, если он вылетел из игры, рапира улетает
в рандомное место. И кому оно падает, вообще непонятно. Я считаю, что это тупо, потому что ты боролся за эту рапиру, ты ее выбивал и тому подобное, она по итогу остается у твоего противника. И так же самое мне не нравится вот прикол, когда, допустим, на своей доске, не на своей доске, ты на его доске картинку выигрываешь, но рапира у него все равно не выпала. А потом он тебе 3 раза подряд приходит на моей доске. Это тоже такой вот прикол, надо это изменить, как по мне. Что нужно вот именно, если ты победил его, то все, вот твоя рапира. Вот. Как по мне, так было бы логичнее, потому что ты в Ну одном да. раунде его вынес, тебе фартануло, ты думаешь такой, ну все, рапира у него не будет. А по итогу он тебе потом 3 раза подряд на своей доске приходит, ну, на моей доске имею в виду. И ты его убиваешь, а по итогу тебе рапира не падает, а потом он предметы какие-то получил, усилил свою синергию, потом он тебя просто аннигилирует. Это, ну, бредово немного. Как по мне, нужно вот что-то сделать с этой рапирой, чтобы она логичнее была. Потому что сейчас как-то, ну, тупо. Нечего мне добавить, кроме как, что сказать, что это тупо. Саш, я немножко не понимаю именно... Есть такой Рубик. Он ворует способности, правильно? Да. Но я не понимаю, почему у некоторых персонажей тоже это могут, допустим, как Огр. Или там еще какие-то... Почему некоторые герои начали воровать способности? Или как-то мимо меня прошло это? Это ты, похоже, говоришь за предмет Кристалл Божьего Посланника. Из-за того, что есть Кристалл Божьего Посланника, из-за этого, соответственно, и воруется способность. М. Понял. Так, и очень вот и последнее видео я у тебя смотрел про самую сильнейшую сборку с шаманами. Я не совсем понял, как она работает. Как надо перекидывать предметы, чтобы там они не превращались или наоборот превращались. Можешь немножко затронуть эту тему для тех, кто будет собирать в дальнейшем шаманов вообще? Мгм. Вопрос именно про шаманов был. Как Да. работает синергия шаманов? Если ты собрал 3 шамана, то, соответственно, после того, как они используют способность, либо активный предмет, хочу подметить, не пассивный, а именно активный предмет, то, соответственно, шаман начнет перевоплощаться. Но если во время его перевоплощения прилетит какой-то стан, сайленс, контроль, то есть любое, что прервет это перевоплощение, то, соответственно, шаман перевоплощаться не будет. Вот. Перевоплощаться шаман будет при 3 шаманах, он в рандомную фигуру абсолютно, плюс 2 от цены продажи. То есть это, допустим, у тебя шаман стоил 3 монеты, он перевоплотится в фигуру, которая будет стоить по цене продажи за 5 монет. Вот. Все предметы пропадут, ну и все, в принципе. Перевоплотился, вот. Живи с этим. Когда ты собираешь себе 6 шаманов, то там перевоплощается не только сам шаман, но еще и перевоплощаются предметы. Так же само. Плюс 2 от цены продажи. То есть у тебя был предмет 3-го тира, станет предмет 5-го тира. Но сами шаманы мне не нравятся тем, что это самая нестабильная сборка, которая только может быть. Потому что в одной игре ты можешь быть прям князем, героем, там прям разваливать. А в одной сборке, ну, просто тебе рандом не подфартил, и у тебя, соответственно, бомжатские фигуры упали, у тебя упали, соответственно, плохие предметы, и все. Живи с этим. Все. Ты проиграл раунд. Мгм. Это самая нестабильная синергия. Но это вот ту сборку, которую я показал, это была самая сильная сборка и самая сложная из-за того, что, во-первых, реализовать 12 уровень, поставить 5 драконов и 6 шаманов, это сложно. Это очень сложно. Ну и, соответственно, темп. Ну и рандом никто не исключал, естественно. Рандом в плане фигур, предметов и тому подобное. Понял, Саш. Ну, в принципе, по игре у меня вопросов нет. У меня немножко еще остались вопросы касаемо тебя. Вообще, мне очень интересно, как вообще поддержали тебя там друзья, родные, когда ты, ну, может, ты им вообще говорил, нет, что ты ютубом хочешь заняться, или они следят за тобой? Да нет. Я, в принципе, одиночка. Единственное, кто знает, это Юлька. И все. Но Юльке не нравится Мгм. авточес, поэтому тут ничего не могу сделать. Я хотел с Юлькой записывать как-то двойной режим. Это было бы прикольно, это было бы весело. Но это еще все будет в будущем, потому что у нас есть пару игр, которые мы хотим записать. Это, если что, не будет оранжево-черный, по-моему, YouTube. По-моему, да, такие цвета. Вот это, если что, не этот будет контент, как многие могут подумать. У нас есть парочку игр, у меня есть мои подписчики, которые подогнали мне несколько игр для двойного прохождения. Короче, будет смешно, будет весело, я более чем уверен. Поэтому на канале То это есть появится. раскрывать ты нам не будешь, да? Раскрывать не будешь. Какие вот у меня вопросы? Какие игры вообще планируешь стримить? Ну, вот по поводу двойных игр, это я хочу It Takes Two
и есть Split Fiction, по-моему, называется. Вот эти вот две игры, я хочу пройти их вместе с Юлькой. Я думаю, это будет очень смешно, потому что будет вебка, будет, соответственно, куча контента. Ну, короче, будут тупники. Я думаю, будет очень весело. Вот. По поводу сюжетных игр, ну, там, соответственно, будет куча-куча всего, потому что у меня, допустим, тот же самый Сталкер лежит, я его до сих пор не прошел, потому что, ну, я хочу прям ему отдаться, именно вот, стримить его. А, ну, пока нет возможности такой. Поэтому мне не хотелось бы, знаете, вести стрим, допустим, один день постримил, потом 4 дня перерыва. Мне хочется вот, если есть такие вот игры снимать, и вот бесперерывно начать, то есть хотя бы 2-2. Ну и, соответственно, есть еще Baldur Gate. Я бы тоже с удовольствием Baldur Gate прошел. Есть Elden Ring. Я в него вообще никогда не играл. Я думаю, будет забавно. Говорят, что это очень сложная игра. Хочу попробовать. Ну, в принципе, Короче, мы от тебя ждем 2-3-часовых стримов, да? Или еще больше, наверное. или еще больше, Сюжет. когда перееду. Так, давай немножко о ТФТ поговорим. На какой стадии вообще? Ты говоришь, что час-два уделяешь времени, пока изучаешь, или ты уже начал игру? Да я играю. Я вот первые дни, когда я пытался изучать, соответственно, я именно заходил в свою игру. Там так, благо такая функция есть, подраться против мобов, почитать синергии, предметы. Боже, ТФТ молодцы в этом плане. Но вот ТФТ в чем минус? Это то, что нет Википедии игры. Вот, меня прямо она бесит. Прям вот, почему вы не добавите вики игры в саму игру? Почему я должен заходить на сторонние сайты через браузер, через третье колено, чтобы посмотреть, что это значит? Это мне прям вообще выбешивает максимально. Вот добавьте вики игры в игру, и все, я буду изучать ее в игре. И кайфовать от жизни. Все. Но... Ой. Я, короче, на стадии игры, я играю, если что, там ранговые игры пытаюсь запускать, пытаюсь что-то делать, пытаюсь что-то собирать. Выше новичка, ну так вот скажем так. Что-то понимаю, что-то не понимаю, но у меня еще сложность с тем, что вот, допустим, вот если в авточес я понимаю, что я могу взять героя, я могу закинуть его, допустим, в войнах, и он не поменяет, ну, не потеряет свою мощь. В ТФТ же я такого сделать не могу. Если я знаю, что я там возьму какого-то вот другого героя, мне надо все синергии переделать, чтобы он хоть что-то сделал. Вот это вот проблема у меня пока что. Как-то так. Ну, Ясненько. короче, Ну выше все, Саш, новичка. у меня вопросы у меня вроде я все задал, которые интересовали и меня. Я из комментариев много вопросов себе подобрал. Очень рад был тебя послушать, узнать тебя поближе. Ну, Я соответственно, думаю, нашим, говорю, твоим подписчикам, думаю, понравится. ну, надеюсь. Поэтому я жду от своих подписчиков, соответственно, комментарии, что вы думаете по поводу этого интервью, как оно вам зашло, стоит ли вообще такое иногда делать. Но я думаю, после такого интервью, раз все вопросы, в принципе, были заданы, интервью больше не будет. Но посмотрим, посмотрим. Самое главное, мне получить максимальный фидбэк от своих подписчиков и, соответственно, посмотреть, насколько это будет кликбейтно и все такое. Мне в целом, в принципе, понравилось поговорить, рассказать, но я думаю, всю эту информацию мои подписчики в основном знали. Есть только некоторые вот новенькие, которые вот не знали. Но в целом получилось прикольно, мне в целом понравилось. Это было необычно. Такой вот... Для меня это первый экспириенс. Ну, да, мне понравилось. То есть я доволен. Плюс я вам показал прикольную игру на Темном Лорде, как его реализовал. Правда, ничего не объяснял, но это было прикольно. Так, ну, в принципе, все. Спасибо тебе, что ты поучаствовал. А так, своим подписчикам я говорю, ребят, в комментариях, соответственно, пишем свое мнение. Не забываем ставить лайк, подписываться. И на мой телеграм тоже подписывайтесь. Ссылки на мой телеграм-канал есть в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. А тебе спасибо, Арни, что поучаствовал вот в таком вот необычном экспириенсе. Я думаю, для тебя это тоже И тебе впервые. спасибо. Ну да, Вот, такой поэтому хороший опыт. спасибо тебе большое за то, что задал мне такие вопросы. И пока-пока. Пока.